Всем привет, с вами Шварценпух. Громкость, громкость и еще раз громкость. Кому-то громко, кому-то тихо, кому-то хорошо так, кому-то по-другому. Кто-то банально не понимает, что куда надо крутить, а кто-то не понимает, что есть норма и вообще существует ли она. При этом радищики и телевизионщики звучат более-менее равномерно. В чем же прикол? Прикол заключается в том, что разного рода вещатели интернетного, радийного или телевизионного плана давным-давно действуют в рамках разного рода регламентов и умеют работать с разного рода измерительными приборами. Если не на уровне понимания принципов их работы, то хотя бы на уровне обезьяны с гранатой. Теперь к делу. Результаты проведенного голосования, спасибо Ньюбилиусу за очень четкий репост, приятно удивили. Оказывается, о существовании разного рода стандартов в плане громкости и ее замеров мало кто подозревал. Честно скажу, сам я с такими стандартами и рекомендациями тоже ознакомился только сейчас. То есть поймите меня правильно, не то чтобы я раньше делал все вслепую. Просто одно время я работал в телестудии, и там были свои правила. Кто чему там следовал, я не знаю и уже не выясню. Но так уж было заведено. Записывая звук, выставляй гейн так, чтобы писалось достаточно громко и не пришлось вытягивать, при этом сохраняя запас на случай повышения голоса говорящего. Компрессор выкручивает так, чтобы было достаточно громко и плотно, но хлопки компрессора не слышались. Смонтировав все, сверяй в Форже статистику и следи, чтобы все было в районе минус 12 дБ по РМС. Почему именно столько, фиг знает. Возможно, это было обусловлено особенностями местной аппаратуры или передатчика, кто знает. На мой личный вкус так получается чересчур громко. И я оказался не одинок. Есть такая замечательная организация, Европейский вещательный союз, чью аббревиатуру и уж тем более сайт я точно вслух произносить не буду. Они ответственны за много чудесных вещей, например, за Евровидение и за Евровидение. Второе, кстати, к полякам, поющим любэ и бородатым женщинам, имеет косвенное, но довольно близкое отношение, поскольку это, по сути, сеть обмена контентом между странами. Замечу, что пущена эта фигня аж в 1954 году, так что дядьки умные и свое дело знают. А поскольку Европа большая и каждый делает все по-своему, в ЕВС приняли решение установить некие стандарты, чтобы можно было хотя бы как-то кооперироваться. Ясен пень, что по мере развития ТВ и радио они тоже менялись. Например, стандарт 1979 года предписывал ограничивать все уровнем минус 9 дБ согласно показаниям пикового измерителя сигнала. То есть делай что хочешь, просто не превышай этого уровня. Но это всего лишь уровень, и значит он только будет перегрузка или нет. Компрессируя материал, можно и уложиться в пределы по уровням, и сделать звук громче. Именно поэтому, кстати, долбаная реклама раньше так часто била по ушам своей внезапностью. Только недавно это, кстати, вообще запретили. Законодательно. Примерно в 2010 году в ЕВС процитировали Жириновского и предложили установить новые правила. Дескать, отныне делайте все как хотите, но подгоняйте все так, чтобы наши приборы показывали минус 23 ЛЮФС. Если грубо, это такие децибелы согласно полной шкале цифрового сигнала. Как минимум, численно все эти шкалы между собой совпадают, но конкретно это обозначает среднюю громкость передачи в целом. И все бы ничего, но случилась такая хитрая штука. Все внезапно начали что-то слушать и смотреть прямо с этих ваших интернетиков. Да еще и сами делать. А смотрят-то еще и на всяком хламе. Какой там динамический диапазон, ей-богу. Вы знаете эту ситуацию. Включаешь ролик или подкаст, и ни хрена не слышно. Хотя тот, кто монтировал, клянется, что у него-то в наушниках все норм. Но мы-то не знаем, как у него устроены наушники. А после этого идет другой ролик, и там прямо все так громко, что хошь не хошь, а сбавляешь громкость до половины и ниже. А все как раз именно потому, что каждый делает хрен поймешь как. И ладно бы вкусовщина,
но и аппарат у всех разный, и условия тоже. Поэтому процитировали Жириновского во второй раз уже в американском сообществе звукоинженеров. Они предложили для интернет-контента немного поднять планку громкости и постановили: отныне можно делать контент со средней громкостью не ниже минус 20 люксов и не выше минус 16. То есть получаем в среднем минус 18. К чему и будем стремиться. Как сказано в том же документе, будем верить, что производители железа снимут эти жесткие лимиты на громкость, а когда-нибудь еще и выдумают формат метаданных, чтобы можно было указывать среднюю громкость, а проигрыватель бы уже автоматически все подтягивал куда надо. Поговаривают, что Apple уже использует подобные приколы то ли при публикации музыки в iTunes, то ли при воспроизведении плейлистов. Не яблочник, не имел с ними дела, поэтому точно говорить не могу. Но в целом надеюсь, что приведенные здесь идеи примут на вооружение разного рода изготовители контента. И мы сможем вместе, так сказать, yes we can, привести все к более-менее единому виду, чтобы не приходилось постоянно ползать к ручке и крутить ее вот так вот все время. Тем более на мобилках, где тупо есть предельный уровень. В следующем ролике я постараюсь обязательно рассказать, как в рамках обычного ПК проводить такие замеры, как что где подгонять и вообще, как все это выстраивать с точки зрения нормальной средней громкости. Ну а пока прошу вашей обратной реакции, лайки, репосты, подписки, комменты и прочее запузыривание этого ролика в разных пабликах. И на этом у меня пока все. С вами был Шварценпух. Увидимся. И услышимся, как говорили в школах, громко, четко и ясно.